Миланский ремешок, в котором реально можно даже спать. Бредовая функция подсчета давления и довольно странный, ожидаемый, но маленький квадратный экран внутри. Я их даже не разбил, рука не поднялась. А как вы знаете, это кое-что да значит. Tube 178 мотор. Всем привет, вы на канале Польза.нет, и наверное среди вас нет человека, который ни разу, посещая Алиэкспресс, не видел в рекомендованных товарах или в рекламе умных часов бренда Lifam. Я очень долго на них смотрел, ведь уже 2 года я рассказываю о носимых гаджетах, а подобных лоу-кост умных часов пока еще ни разу не заказывал. Браслеты да, а часы нет. И это я считаю большое упущение. Кстати, кто не подписан, подписываемся. Среди подписчиков каждые 2 недели рандомно разыгрывается Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition, которые являются как раз довольно качественными и брендовыми товарами. Полные условия участия, как и описание других конкурсов, в описании к видео. И теперь, как всегда, кратко, быстро и емко 20 фактов об умных часах Lifam CF13. Первое. Вариантов расцветки конкретно этой модели всего 3, и она классифицируется продавцом как женская. Почему, не знаю, другие продавцы считают, что они унисекс. Бывают даже с кожаными ремешками подобные часы. Но летим дальше. Второе. На тонкой руке, учитывая, что эти часы комплектуются миланским ремешком, выглядят они очень прилично. Третье. Это один из тех немногих носимых гаджетов, в которых я смог спать, что для меня очень большая редкость. Четвертое. Коробка, как вы можете себе представить и видеть, обычный Китай низшего ценового сегмента. Не то чтобы позорище, но ничего фееричного в ней точно нет. Пятое. Цена у часов около $26, и это в районе 1500 рублей. А если честно, как не смешно это звучит от меня, выглядят они дороже, чем стоят. Ссылка на их покупку в описании к видео, хотя между ними и Mi Band 3 я бы однозначно выбрал Xiaomi. Пусть он немного и дороже. Сейчас я объясню почему. Шестое. Бренд Lifam. В продаже у них просто бешеное количество умных часов, и объемы у них для китайского Китая просто космос. А самое странное, что для такого ширпотреба не так много негативных отзывов. Кратко, эта китайская фирма все-таки, наверное, имеет имя. Седьмое. Инструкция, как и программа для их использования на английском языке. Удобно, если вы знаете английский язык. Чтобы установить программу, нужно будет немного похимичить, но все довольно просто. Главное дать все разрешения, сосканировать QR-код и все. Восьмое. IPS-экран размером 1 дюйм, 240 на 240 точек на дюйм. Конечно, без всяких Gorilla Glass и тому подобного, но пусть экран и нереально маркий, и на свету виден еле-еле, я даже не смог это заснять на камеру, чтобы было видно. Светит тускло, но поцарапать экран довольно сложно, и у меня, допустим, это не получилось. Возможно, стекло, как и обещает продавец, действительно имеет защиту от царапин. Экран, как вы видите, не круглый, а маленький, квадратный внутри часов. Есть на него несколько watchface'ов, которые, кстати, довольно прилично выглядят, что крайне удивительно. Девятое. Пульсомер, шагомер и тонометр показывают полный бред. Даже нет смысла выставлять примеры тестов на этом видео. До такой степени результаты подсчета всего, кроме часов сна, на этом браслете бредовые. Десятое. То, что мне понравилось, это легкий алюминиевый корпус, чип NRF 51822, который стоит практически во всех подобных часах под разными брендами этой ценовой категории. Довольно стабилен и не склонен к выходу из строя, что немаловажно для Китая. Голубой зуб версии 4.2 это тот случай, когда гаджет работает стабильно, не имея разрывов связи, без проблем с настраиваемыми оповещениями от всего, что может приходить с телефона. Но в то же время читать их не так уж и удобно, они моментально пропадают. И особенно сильно порадовал Vibro. Будильник будет очень легко. Vibro сильный. В программе, конечно же, есть функция напоминания о малой активности, есть поиск телефона с часов и поиск часов с телефона. Рабочий секундомер, отсутствие физических кнопок, управление камерой телефона с часов простым встряхиванием. Они показывают и вибрируют, если вам звонят. Защита от пыли и влаги формата IP67. Плавать нельзя, но дождя они не боятся. Довольно приятные watchface и возможность работы как с iOS, так и с Android. Резюмировать я могу тем, что активно рекомендовать эти умные часы у меня, конечно, язык не повернется. Потому что игрушка, в которой даже шагомер работает на отлюбись, это, конечно, странно. Но если у вас нет желания много тратить на подарок ребенку, или вы раздумываете над тем, можно ли покупать что-либо у бренда Lifam, у которого немеренное количество часов дороже 5000 рублей. Думаю, мой совет: покупать можно. Я, конечно, тоже куплю гаджет подороже у этих Lifam'ов и расскажу вам об этом. Следующий же обзор будет у меня на роботов-футболистов от Xiaomi. Обзоры не реже 3 раз в неделю, стрим каждое воскресенье. В воскресенье буду отвечать на вопросы по всем товарам, которые обозревал на этой неделе. Подписывайтесь, участвуйте в розыгрышах и удачи вам, дорогие друзья!